В этом видео я буду делать маленькие струбцины, которые понадобятся мне для миниатюрных работ. В ходе строительства модели рыболовецкой лодки в масштабе 1 к 12 для фиксации реек обшивки мне понадобились маленькие струбцины. У меня есть несколько покупных струбцин, но их количество мало, а стоимость одной такой струбцинки сейчас сопоставима со стоимостью большой мощной струбцины Пихер. В поиске решения по изготовлению маленьких струбцин мне пришла в голову идея использовать такелажную скобу в качестве основного несущего элемента струбцины. Скоба имеет две проушины. В одной уже имеется резьба. Остается сделать сам винт и пяточку с шарнирным соединением, а также заглушку на сквозное отверстие опорной пятки. Я решил сделать струбцины из нержавеющих скоб двух типа размеров 5 и 6 мм. Разница в расстоянии между проушинами у них всего 2 мм, 10 и 12 соответственно. На видео я покажу только работу над маленькими струбцинками. Большие делаются точно так же, как и маленькие, разница лишь в размерах. Винты, пяточки и заглушки я буду точить из бронзы. Сначала сделаю винты из 7-мм шестигранного прутка. Нарезал заготовки в размер и начисто обработал торец. На втором торце будет шар для шарнирного соединения с пяточкой, который я буду формировать с помощью фасонного резца. Резец я сделал из 3-мм ножа фуговального станка. Основные работы по приданию формы я выполнил маленьким отрезным диском по металлу, установленным на бормашинку. Лишки по бокам убрал на точиле и снял образовавшийся заусенец на режущей кромке алмазным напильником. Нагрузка на заготовку при работе фасонным резцом оказывается большая, поэтому резец должен работать в непосредственной близости к патрону. За один проход на небольших оборотах получил шар диаметром 3 мм и поясок. Длина резьбовой части на винте должна обеспечивать полное закрытие струбцины. Но лишние витки тоже ни к чему, как это сделано на покупных струбцинах. Там длина винта сделана в 2 раза больше необходимой. И уже погнулся тонкий винт. Я увидел это только когда монтировал ролик. Нарезал резьбу. Все винты готовы. Теперь надо сделать вращающуюся пяточку на винт. Просверлил отверстие диаметром, равным диаметру шарика, то есть 3 мм, на глубину 2,5 мм. Проходным резцом сформировал каемочку шириной 1 мм, с толщиной стенки 0,3 мм, а также конус по плоскости резания. Отрезал пяточку от заготовки. Зажать ее в станок для чистовой обработки рабочей плоскостью уже невозможно. Поэтому я зажал ее в тиски и зачистил надфилем. Пробное соединение шарнира показало, что все отлично. Пяточка относительно винта вращается и наклоняется. Люфт отсутствует. Осталось выточить заглушку на отверстие скобы. Она будет в форме заклепки с тонкой шляпкой. От толщины шляпки будет зависеть величина максимального раскрытия струбцины. Поэтому я постарался сделать ее минимально возможной.
Все детали готовы. Осталось лишь немного поработать со скобой. Необходимо ободрать нижнюю опорную пятку скобы. Сделать ее такой формы, чтобы можно было использовать в стесненных условиях. Обдирается нержавейка достаточно медленно. Она вязкая и быстро нагревается. Для удобства удержания скобы я вкрутил в нее винт. Он задает ось, относительно которой я произвожу обработку. Напильником задал плоскость для шляпки-заглушки и немного углубил ее. Установил бронзовую заглушку и зафиксировал винтом, чтобы она не выпала при дальнейшей обработке. Снял лишний материал напильником и расклепал маленьким молотком с полукруглым бойком. В принципе, расклепывание можно выполнять только по периметру. Этого будет вполне достаточно для предотвращения выпадания заклепки из отверстия при условии, что она плотно сидит в отверстии. Но мне уж больно понравилась получившаяся текстура, и я проклепал всю площадь заклепки и решил оставить ее в таком виде. Последний этап – установка винта. Прежде чем соединить шарнир, я вложил немного смазки в отверстие пятки. Соединил винт с пяткой, закрутил до упора и завальцевал каемку пятки хвостовиком тонкого сверла. Струбцинка готова. Пяточка легко двигается в шарнире и не выпадает из него даже при максимальном раскрытии. Получились отличные, аккуратные струбцины и, что немаловажно, достаточно мощные для своих размеров. Осталось замерить полезное расстояние между раскрытыми губками струбцин. 5-мм скоба дает раскрытие от 8 до 9 мм, 6-мм 10 мм. Разница небольшая, но в мелких делах ощутимая. Надеюсь, эта идея будет полезна миниатюристам и моделистам. А теперь о стоимости. Оцинкованная 5-мм скоба стоит 30 рублей. Но я не стал использовать оцинковку из-за того, что она очень грубо сделана. Нержавеющая стоит 85 рублей. Но и результат совсем другой. Ну и для справки, покупная струбцина, которую я показывал в начале видео, стоит 3000 рублей. На этом все. Спасибо за просмотр и до встречи на канале.